Отец Дмитрий, спасибо вам большое за ваше гостеприимство. И хотел бы спросить у вас, как вам пришло, скажем, вот этот вызов, да, как говорят, прийти сюда, вот монашество взять. Решение, как решение, такое да. решение? Не сюда, я же сначала на Валам пришел. Да, ну вот с самого Ну, начала. вообще, если сначала, да, как вы вообще стали мы- монахом? Как сами решили, Если как есть пришло это вам в благословение. голову? В очень непростое время. Ну, Момент жизни, когда не да. просто- Я в тюрьме сидел. Да. Не 1 год. Очень много. И там пришел в голову. После тюрьмы ушел уже. Сначала в Оптингости пошел. И там старый сильно меня благословил уже на Валам ехать. И уже на Валаме лет 9. Как пришло это, как Господь все устраивает. Сначала начали приходить такие помыслы, там, а зачем я живу? У меня 23 было, где-то 22 года. Зачем я живу? Для чего я живу? Там, такие мысли. Там еще в соседней камере умер один. А он был, это, так сказать, такой известный человек. Ну вот жил, умер, и помянули на 9 дней, на 40 дней и забыл. Думаю, а я зачем живу, для чего живу? И такие помыслы. Они как это притворяют, сердце смягчают, чтобы мягче стало, чтобы благодать, чтобы человек понял, что пришла благодать, вызывающая. Ну и все, у нас там это, я помню, в камере лежала Библия такая большая, еще старого издания, черные такие издавали. Меня все тянет ее почитать. А я чувствую, что если я ее возьму, то что-то произойдет глобальное. Почему-то какое-то внутреннее чувство, что произойдет глобальное, и я этого боюсь. Ну, я привык, как сказать, к устоявшейся своей жизни. И меня тянет все равно. И месяца 2 я вот так вот хожу вокруг нее, мне хочется взять ее, почитать. И боюсь, что что-то произойдет. Не боюсь, а я знаю, что как бы чувствую, что что-то будет такое, как бы это. И боюсь. Но потом дверь какая-то, да? А? Как будто какая-то дверь. Как будто дверь куда-то в другой мир, и я боюсь этого. Ну, как бы. Но все-таки я взял, открыл, и я как начал плакать на первых строчках, просто буквально на первых строчках. Я потом спрашиваю и читал там, я знал, что это благодать. Душа коснулась чистоты. Она настолько была грязная, оскверненная, и она коснулась чистого. Я просто стал плакать, я плакал 2 месяца, у меня просто слезы текли, я кушал, слезы текут там. А если я открывал, то у меня еще больше слезы текли. Я просто не мог, я тут же, как сказать, сначала подумал, что я с ума сошел. Не может человек так измениться, раз и все изменить. Может, так благодать, когда посетит, может, конечно. Поэтому мне было и сейчас легче, и всегда легче потом было не осуждать людей, которые что-то плохое творят. Потому что я знаю, коснется благодать, и у них будет сердце может быть доброе, может попало не в те руки. Может быть там воспитание не то или еще что-то. Но сердце. Господь раз может сердце изменить моментально. Он может покаяться во всех своих грехах и изменить свою жизнь, а ты его осуждаешь, что он такой сякой. Он может просто это его путь к Богу. Потом он может еще принесет во 100 крат больше покаяния, чем кто-то другой. Да. Ну Господь же сам сказал, я пришел спасти неправедников, грешников. Поэтому чем больше грешников, тем может быть больше покаяния будет. Ну ты не знаешь, чем человек. Пока не умер человек, даже в святых же не понимает, пока человек не умер. Покоился, уже потом можно сказать, да, он жил так и так. Потому что до самой смерти может человек измениться. Или в лучшую, или в худшую сторону. Ну и все, я стал там сколько. Сначала прятался там под одеялом, молитвослов читал там. Ну как-то неудобно было, я еще так это что-то старался в тюрьме, в такой жизни там, преступной.
чем молодой, романтика, это все, это 90-е годы. А потом все крепче, крепче. Потом уже хотел кричать на всю тюрьму там. Я уверовал, ко мне не верят. Ну и потихоньку, и потом я еще думал, как это жить, ну, как сказать, я осознал всю глубину своей испорченности, сколько я горя принес родителям в первую очередь, конечно, маме и ближним там всем это. И хотел как-то искупить, ну, что-то сделать доброе перед Богом, что не знал. Там разные мысли были, там, выйти там, как бы жениться, детей взять из детдома, чтобы И родители ваши еще сироты как бы. Нет. Ну, папа живой, но я с ним не жил там. Ну, папа, да, потом, когда мама умерла, она вот, молодая умерла в моем возрасте, было 44 лет. до того, как вы стали монахом, да? Да, это тоже как бы так это, да, повлияло в плане, что сердце как бы, я еще тогда помню, мама умерла там, ну что, она вообще молодая, мне там вот, а я не мог даже заплакать, настолько окаменело из сердца было, настолько бесчувствие вот в этой среде, вот в тюрьме особенно там, что я просто не мог заплакать, пока не начал смотреть фотографии, какие-то воспоминания, тогда смог заплакать. А так сердце приходит в такую грубость, окаменелость, что ты не чувствуешь просто. Даже сострадания нет у тебя там. Что там произошло что-то, а ты там, ну да, произошло там. Вот, а ты как бы не сострадаешь, даже не чувствуешь там. По большому счету там люди, например, гибнут или еще что-то. А ты как это листаешь. Ладно, там, все. Вот. И потом думал, что как. Мне попалась книжка эта Амвросия, старца Оптинского, его житие тогда еще. Не так много книжек было еще. Я прочитал и как, про монашество, и мне вот монашество, вот в тот момент как бы все. Я дал обещание Богу, что уйду, и ну как выйду из тюрьмы, я сразу пойду в монастырь и стану монахом. Это мне было ближе всего по сердцу. И я как-то ни разу не усомнился в том, что я выбрал. Много отсидел? Сколько лет? 10. 10? Я как понимаю, в молодом возрасте. Ну да, я сел в 17 и вышел в 28. И в монашестве Еще молодость. сколько лет? У меня постоянно мужской коллектив. Постоянно. То тюрьма, то монастырь. В монашестве сколько лет? Пацанский. Да. Ну я в 2006 ушел в Оптину. Ну я два месяца в миру пробыл там. И ушел в Оптину. 2006 это сколько? Ну почти 20 лет, да, 18 лет. Там 24-й, через 2 года. Год в Оптине, потом А все Дмитрий, остальное. вы приехали на Афон, в какие года приехали? 2015. А, вы были в Оптине все это время? Не, я был на Валаме. А, в Алламе, Да, да? да. Там взяли этот... Иноческий постриг, я там постригся Постриг, в да, Иноке. да, да. Да. Еще там. А когда вы приехали первый раз на сад Богородицы, вы куда попали? В какой монастырь? Или Високости? Я был в 2013-м. Так случилось, что я был здесь, на Каруле. Ну, у нас как бы мы трое иноков. У нас в монастыре там братья типа отпуска. Ну, раз в год могут благословить там по святым местам, еще куда-то поехать. И мы троем поехали на Афон. 3 инока нас было. И мы были здесь, ночевали вот на Рождественской. Вы были, Киеве, там, в Отца-Макаре? Там ночевали, а я говорю, пойду в пещеру. Пафнутий что-то там с нами ходил. Он такой, ты что, пойдешь в пещеру ночевать? Ты не боишься, здесь же бесы со скалы скидывают. Говорит, я в туалет не могу пойти ночью один к брату бушил, чтобы пойти. Ну пойду, ну страшно было, конечно. Это Красная пещера большая? Не, вот это внизу, вы, наверное, не заходили там. Закрыто. У отца Паисия ключи. И там
И такое чувствовалось прям это давление такое. Каждый шорох там как бы это прочувствовалось страшно. А там лежал псалтырь, записки, ну люди приходили, видать, оставляли. Я думаю, надо это. Почитал псалтырь, записки, ну всех и сразу как бы на душе стало легко, спокойно. Так. И я вышел еще здесь, когда полная луна, очень красиво. Полная луна, так вышел там, полный цвет, цветет вот это там дерево, которое рожковое, как говорят, его этот купол. Блудницы, да, рожки. Стручки, они на карамель похожи по вкусу. Вышел такой, говорю, Господи, как здесь хорошо, вот бы ты здесь жить. И через 2 года я как бы пришел сюда. Ну, старец Харитон не благословил, там в пещере говорят, что это, в пещере жить нужно иметь уже такой какой-то потенциал уже внутренний, духовный, чтобы так, там другие искушения, другие. Леш, посмотри. Αυτό δεν το βλέπω, δεν γράφει, είναι κλεισμένο ή... Αυτά διάφορα προσωπική γράφει. То, что бывает люди, когда идут в пещеру, они не подготовлены к той брани. Не подготовлены к тому, что их ожидает в пещере, потому что там лютые бесы, там уже такие, там уже другая брань, другой уровень, можно так сказать. Как сказать, у мирских одни искушения, там, у монахов другие, у схимников еще там другие искушения, ну по уровню там уже другие. Поэтому говорят, не, в пещеру как бы, не благословил. Говорят, вот тут здесь жил старец Арсений, грек, там ему было 83 уже, по-моему, ну, 82 где-то так, или 83, да, Алексей, 83. И тут уже у нас тоже русский отец Варнау, вот он в русском упокоился. Он говорит, иди вот тут, это, живи рядышком и будешь им помогать. Ну, там что-то вещи, продукты какие-то приносить. Так, и я здесь поселился. Да, в 15 году. 15, да, в октябре. Значит, Еще так вы получилось, молодцы. я так пришел как раз это, у старца Харитона был День Ангела. 16 октября, да, по-моему, Харитона исповедник. В монастырях, значит, вы не были. Вы как пришли, Я сам в здесь. пустынь православия попали сюда. В монастырях только в России. Нет, здесь, в Анафоне. Ну, я тут уходил как-то в месяца 4, был в русском монастыре, но на Старом Русике. Который в Каресе, там далеко от Кареса. Не, Старый Русик, это от Пантелеймона монастыря вверх по дороге, там А. 4 месяца было, а так не было, да. Не хватило общежития жизни головами. А можете рассказать, может, видели, ну, бесы там, я не знаю, вот. Слава Богу, не видел. Нет, да? Чувствовал, Потому что но не видел. Отец Стефан рассказывал, Как вот это? ехали, там Да. звуки там какие-то и... Господь же не зря их скрыл, чтобы мы их не видели. Потому что человек может увидеть и умереть. Настолько они страшные. Поэтому не каждому дано их увидеть. Понятно. Так ты можешь чувствовать их воздействие там по ночам. Они есть такие бесудушие, там он как бы там давит на тебя такое часто. Обычно там в миру бывает. Еще какие-то так. Ты чувствуешь, но увидеть не видишь. Слава Богу. Чудо. Он сидит перед вами. Ну, какие там. Ну а что? Не чудо, был разбойником, благодать коснулась, и изменился и ушел в монастырь. Чудо и есть в людях. То, что люди меняются. Да, Это и да, есть самое безусловно. великое чудо. Не под какими-то там, я не знаю, там, И я вам скажу, много... таблетками или еще чем-то, а Господь касается сердца, и люди меняются. Кто-то бросает пить, кто-то курить, там еще что-то, Очень много благодать. встречаются монахи такие. Да. Очень много, с которыми разговариваю, они вот совсем другая жизнь была мирская, совсем Да. другая. И Ну, как от Бога человеку стопы исправляются. Бог исправляет путь человеческий. Если он неправильно идет, он пытается направить как-то, что-то изменить. Он
даже наше злое во благое предваряет. Что ты злое делаешь, он все равно пытается как-то это во благо. Чтобы ты потом покаялся и будешь вспоминать это зло, всегда будешь плакать об этом. Как-то меняется все равно всегда. А как вылечить душу свою, скажем? Как лечить, ну, первые шаги для тех, которые, скажем, это опять, я понимаю, вы можете сказать, что это должен быть вызов, скажем, да, вот. А есть люди, которые вот хотят сделать первые шаги. Не знаю, я думаю, наверное, быть внимательным к себе, к тому, что в тебе самом происходит. Ну, быть, смотреть, почему ты как бы вот, доброе, чтобы делать. И Бог любит добрые сердца, милостивые, добрые. Поэтому враг всячески старается людей отучить. Вот, я, например, так думаю, что вот, как говорят там, вот эти попрошайки просят там целая мафия, там еще что-то, ну, чтобы люди не давали. Но ты же даешь не ему, ты как бы, ты себя спасаешь, в первую очередь. Ты свою милость проявляешь, ты как бы, куда он потратит, это он будет перед Богом отвечать, а ты смилостился, дал ему там, ты сердце, и поэтому они вот такую запускают, чтобы люди не давали, чтобы, потому что милость не спасает от множества грехов. Пусть он там, пусть это мафия, там, я не знаю, что. Ну ты же не мафия, ты Это там, уже их проблема, вот да? тебе там, да, это их не проблема. Ты даешь Бога ради, ты подаешь милостыню человеку, куда он потратит, там, как, что это на его совести. Или говорят, Если он там, попросил у тебя, он выпивку возьмет. да. Тоже. Да, нам владыка на вами сказал там, вот столько, ну какую-то там сумму можете подавать, всегда подавайте там. Поэтому. Вот я просто даже был там, помню, в метро в Москве где-то. Эти вот ездят на колясках там, афганцы там, еще кто-то. Я просто ради интереса смотрел, никто, целый вагон ему никто не дал ни копейки. Я думаю, да хотя бы ради того, что такой труд это ездить там это. И это даже для души просто смирение, вот просить у другого. Это же не каждый сможет. Это же как надо смириться там, как надо там себя это, чтобы у другого просить там, как подай там. Есть Да. даже такие, как аскеси сделают, как упражнения. Едут в другой город, Да. и чтобы накопить чтобы на физ, да, идешь и Я попрошайничаешь. читал там один старец нам в России, он это, Да. у него там послушница была, он ее заставил, там она такая, фифа была там московская. Говорит, так, вот тебе корзинка, вот это с крестом там, на храм. Давай иди мне это, там, в электричку. Она говорит, я там просто шарахаю из угла в угол, никто не увидел. Да, не дай бог кого-то увидит. Ну, говорит, а потом раз, и говорит, и такая пришла радость, говорит, просто, как вот вышла и пошла, и такая радость на душе, такое какое-то было вообще чувство необъяснимой благодати, вот это, что как бы смирилась она, пошла там, вот. Отец Ну, Дмитрий, у от меня есть... эгоизма не можешь это сделать. конечно, Вот любой, да. даже из нас сейчас возьми и Ну. поедь. Вот мы с Афин, поедь в Салоники, сядь там и где-нибудь, тебя что никто не знает. Ну да. Как это? Думаешь, блин, я же такой. Есть очень много людей, которые вот смотрят ну, канал, они с Якутска, с Якутии, оттуда вот. Очень много, скажем, людей православных, но у них не хватает духовности, там нету церквей, которые должны, есть вот такие монахи, чтобы были действительно вот духовно. Вот это не хватает у них. Он говорит, что пойти, чтобы сделать и исповедоваться, надо далеко ехать. А если придет какой-то 30-летний, говорит, ну, со школы какой-то придет такой. Вот я читал там недавно в Потеряке там про, ну даже про исповедь там говорят. Согрешил, тут же скажи, Господи, прости меня. Согрешил, осознай свой грех, просто скажи, Господи, прости, Господь, прости. Да, но они хотят Только искренне. причащаться тоже. Не, ну понятно, что У причащаться. меня есть вот много, мы так общаемся через Телеграм, и они вот просят, вот, что делать им, как им спасать души свои там. В Якутск, вот эти вот места там, которые далеко они. Бурята эти. Да, но они русские. Русские, да. Я не знаю, что такое.
как-то. Вообще нет нигде никого. Есть молодые приходят такие с дипломатами там такие, ну это, я не знаю, что за так. Ну, хочу сказать, и школьные, молодые там, 25-30 лет. Ну, этот сказал же апостол, друг за друга молитесь, да исцелеете. Как бы. Ну, в друг друге искать, наверное, какое-то общение. И я вам хочу сказать, если, скажем, в таких ситуациях находишься, как тогда молиться? Молитву скажите, как бы, для Да, нашего- молитва, она известна, вон в Евангелии уже написано, Отче наш. Господь же сказал, как молиться. Что я могу больше сказать? Всё, спасибо большое. Спасибо большое.